Современные мужчины намного серьезнее подходят к выбору костюма или автомобиля, чем к выбору жены. В итоге все больше и больше браков заканчиваются разводами, а их дети вырастают несчастными людьми. Не помню, где я прочитал это выражение, но оно полностью соответствует действительности. Причиной разводов в наше время в большинстве случаев становится измена одного из супругов. И если мужская измена всеми порицаемая, особенно женщинами, причина в целом понятна. Не нагулялся кабель, то женская измена. Явление, порицаемое далеко не всеми и часто оправдываемое и теми же женщинами. Что толкает женщину на измену? Оправданий масса. Муж-тиран не видит во мне женщину, не любит, не удовлетворяет в интимном смысле и так далее. Причина – нехватка любви. Отсутствие бабочек в животе. Когда женщина идет на измену, головной мозг, как правило, выключается. Она не думает о последствиях и живет только своими чувствами и эмоциями. На мой взгляд, женская измена намного страшнее мужской. Изменившая женщина разрушает всю семью, души детей, мужа, родителей и прежде всего свою душу. У всех измен есть одна общая черта. Рано или поздно о ней узнают, да и большинство измен заканчиваются одинаково. Очень редко удается построить что-то новое на горе брошенных когда-то близких людей. Новое счастье создать практически невозможно. И вот через какое-то время начинается второй этап измены. Попытка вернуться в семью. «Люблю только тебя». «Была дура». «Не могу без тебя и детей». Финалы здесь разные. Кто-то принимает блудную жену, кто нет. Но независимо от финала, счастья в такой семье не будет никогда. Я женился на своей любимой девушке в 20 лет. Она была моя ровесница, и грядущая семейная жизнь казалась мне ясной и безоблачной. Наш любовный роман развивался, соблюдая все каноны жанра. Познакомились на дне рождения друга. Встречались почти год и затем поженились. Она была моя первая женщина, в которую я влюбился, как говорят, по уши. Когда мои родители высказали сомнения по поводу предстоящей женитьбы, я сказал, что соберу вещи и просто выйду к ней. В общем, поженились. Через год родился сын, а 3 года спустя — дочь. Ольгу, так звали жену, я действительно очень любил. С годами это чувство становилось все сильнее. Подозревать ее в изменах у меня не было оснований, ибо повода она никогда не давала. Я доверял ей полностью, не унижая ревностью. Как и все, мы иногда ссорились, но ссоры не превращались в рубин. Мы очень быстро находили общий язык и мирились. Так и прожили 17 лет. А потом все изменилось к худшему. Ольга вдруг стала раздражительной, стала затевать скандалы на пустом месте. Она резко изменила свой имидж, перекрасилась в брюнетку, прекрасно зная, что такой тип женщин мне никогда не нравился. У нее появились новые вещи и парфюмерия. Жена стала регулярно задерживаться на работе, объясняя это надуманными причинами. Наша интимная жизнь сошла на нет. Такие перемены в семейной жизни не могли произойти просто так. Я стал размышлять и пришел к выводу, что все началось после встречи выпускников. Значит, что-то произошло на этой встрече, так изменившее мою жену. Я знал ее несколько одноклассниц и решил осторожно их расспросить про ту встречу. От них я узнал много интересных вещей про свою жену. Оказывается, в 10 классе Ольга крутила любовь с одноклассником Сашей. Он был довольно красивым мальчонкой и пользовался большой популярностью у одноклассниц. После школы жизнь развела их. Он уехал в другой город учиться. Там женился на дочери директора завода, родил ребенка. Ольга погоревала, а потом выскочила замуж за меня. Так они и существовали параллельно в разных городах, пока Сашу не перевели в наш город, и они не пересеклись. На том злополучном вечере встречи они встретились, и старая любовь вспыхнула вновь.
В общем, довольно банальная ситуация, которая встречается очень часто. И понеслось. Переспали они в тот же вечер и дальше уже не могли остановиться. Ольга искала любую причину, чтобы побыть с любовником, придумывала такие отмазки, что мог позавидовать любой тайный агент. Я уже знал фамилию и адрес любовника Ольги. Дело оставалось за малым — накрыть любовников на горячем и закрыть тему. Надо сказать, что чувствовал я себя очень плохо. К моей любви к Ольге стало примешиваться какое-то чувство брезгливости. Знание того, что мою жену топчет другой мужик, не оставляло для меня перспектив на дальнейшую совместную жизнь с ней. Но все же, прежде чем принять окончательное решение о судьбе нашей семьи, я решил все-таки сначала поговорить с женой. Я напрямую спросил ее про любовника. В ответ она закатила мне грандиозный скандал с истерикой, обвиняя меня во всех грехах и, главное, в своей сломленной жизни. Лейтмотив скандала. Я мало того, что испортил ей жизнь, ну и посмел усомниться в ее честности. О, женщины, вам имя вероломство. Я подождал еще пару дней, и в один из вечеров, когда моя любимая в очередной раз задержалась на работе, приехал по адресу, где жил и Саша. Он сам открыл мне дверь. На мой вопрос «Где Ольга?», он кивнул в сторону кухни. Ольга сидела, поджав одну ногу на табуретке, и курила. Увидев меня, она как-то вздрогнула и зло сказала: «Зачем ты пришел? Я его люблю». Вот так, без предисловий. В принципе, мне было все ясно, но я сделал последнюю попытку и попытался напомнить ей про детей. Но она сказала, что дети останутся с ней и ее новым любимым. Но пусть они немного поживут со мной, пока они наладят свою жизнь. У меня больше не было сил и желания продолжать разговор. Я сказал жене, что больше на эту тему разговаривать не буду, что наш разговор последний и на развод я подам сам. Ольга отвернулась к окну, давая мне понять, что общение закончено. Я молча вышел из квартиры, спустился по лестнице, открыл дверь подъезда и вышел на улицу. Накрапывал дождь. Я поднял воротник и пошел вдоль мокрых домов. Я хорошо помню тот вечер, последний вечер, когда я еще был женат на Ольге. Болели сердце и душа. Может быть, не надо было сдаваться. Может, надо было бороться за жену, попытаться ее вернуть. Но что-то мне говорило, что все напрасно. Она не вернется. Передо мной вновь стояли ее пустые, равнодушные глаза. Глаза чужого человека. Мне стало так невыносимо плохо, что я закусил рукав пальто, чтобы не потерять самообладание от отчаяния. Когда я приехал домой, то объяснил детям, что мама уехала в длительную командировку. Я не решился рассказать детям правду, хотя понимал, что когда-то это надо будет сделать. Но сын спросил меня: «Мама ушла к другому мужу». Я кивнул, он обнял меня, и мы так с ним просидели полчаса. На следующий день я подал на развод. Прошло 2 месяца. Волокита с разводом еще не закончилась. Нам дали время на примирение. Дети жили со мной. Ольга все это время не спешила осчастливить их новым папой. А дальше классика жанра. Как-то вечером ко мне пришла бывшая жена. Она объявила мне, что ушла от своего Саши, так как, по ее словам, осознала, что кроме меня никого никогда не любила. «Прости, я идиотка и дрянь, делай со мной что хочешь, но только не гони», — просила она. Я молча выслушал плач и стенание и объяснил, что ее прежняя жизнь умерла там, в тот вечер, в квартире любовника. Еще я сказал, что не буду препятствовать ее встречам с детьми, но жить с ней не буду никогда. Ольга смотрела на меня воспаленными от слез глазами. В них я увидел и боль, и раскаяние, и былую любовь. Из последних сил я сумел удержать себя в руках, и Ольга ушла. В этот же вечер она наглоталась таблеток, пытаясь покончить с собой. Но ее нашла соседка и вызвала скорую помощь. Ольгу удалось спасти. Из больницы ее забрали к себе родители.
Несколько раз она звонила и просила простить ее. Ее мать приходила ко мне на работу, пытаясь уговорить меня простить Ольгу. Но я по-прежнему был непреклонен, хотя сердце и душа болели. Так что тут сказать невозможно. Я по-прежнему любил ее и понимал, что уже никогда больше не смогу так никого полюбить. Ольга сейчас живет у родителей, регулярно навещает детей, пытается наладить со мной хоть какие-то отношения. Надеюсь, что я все-таки ее прощу, и мы будем вместе. Я бы, может, и простил, если бы так не любил ее. Прошло еще несколько лет. Развод был оформлен, дети подросли, и жизнь понемногу вошла в новую колею. Но рана не зажила полностью. Время учит относиться к событиям иначе. Остывают эмоции, на смену им приходят воспоминания и анализ. Я начал посещать психолога. Сначала из любопытства, потом уже за тем, чтобы не утонуть в обидах и не перекормить ими своих детей. Разговоры с профессионалом помогли мне увидеть несколько вещей, которые прежде я просто не хотел замечать. Во-первых, измена — это не только проявление индивидуальной слабости, это сигнал о системной проблеме в паре. Мы с Ольгой перестали разговаривать по-настоящему за несколько лет до ее измены. Рутины, бытовые заботы, недосказанности и необъясненные обиды создавали между нами щель, которую смог заполнить кто-то третий. Саша пришел не только как старый знакомый, но и как предмет романтики и внимания, которого ей, по ее словам, недоставало. Во-вторых, дети, мама, главные пострадавшие в подобных историях. Они впитывают не только факты, но и атмосферу предательства, стыда и потери доверия. Мне повезло. Сын и дочь оказались стойкими детьми. Они знали, что папа всегда рядом. Но я видел, как в их поведении появлялась настороженность к близким отношениям, страх предательства, который мог войти в их будущую взрослую жизнь. Я и сам вел дневник. Сначала скрытно, потом уже ради порядка мыслей. Записи помогали не только изливать боль, но и фиксировать маленькие победы. Как я научился готовить суп, как вместе с детьми мы съездили на дачу и смеялись до боли в животе, как сын впервые починил велосипед. Эти детали собрали новую картину. Не картину трагедии, а картину восстановления. Но вместе с восстановлением пришли и новые, незапланированные открытия. Я познакомился с друзьями, которые проходили через похожие испытания. Мы обменивались опытом и поддерживали друг друга. Некоторые рассказывали о том, как удалось простить и вернуть доверие. Другие — как перестроить жизнь рядом, но отдельно. Ольга тоже изменилась. Я видел ее на детских утренниках, замечал, как она старается стать внимательнее к детям, как она волонтерит в школе. Но время показало, что ее покаяние было сложным и неоднозначным. Были и попытки начать все заново с бывшими партнерами, и периоды вновь вспыхивающей близости с другими людьми. Это научило меня, что прощение — не обязательно возрождение прежних отношений. Прощение может означать отпускание с намерением защищать себя и детей, а не возвращать прежнюю идею брака. Я часто ловил себя на мысли об общественных стереотипах. Почему мужская измена воспринимается однозначно плохо, а женскую порой пытаются объяснить и дословно оправдать? С одной стороны, общество меняется, и люди все чаще стараются понять мотивы. С другой, боль остается той же, независимо от пола изменщика. Для ребенка предательство матери и предательство отца — одно и то же разрушение опоры. И мне хотелось, чтобы больше говорили о том, как строить уважение и честность в паре, как вовремя замечать эти тревожные сигналы и не допускать, чтобы мелкие трещины стали провалом. Через годы я научился разбирать свои собственные страхи и требования к мужчинам и женщинам. Я понял, что не стоит ожидать от другого человека совершенного соответствия образу фантазии. Но также понял, что нельзя закрывать глаза на очевидные вещи.
Игнорировать проблемы, молчать и ждать, что все как-то само наладится. Деньги, автомобиль, костюм — все это детали. Самое главное — эмоциональная доступность, внимание, поддержка и умение говорить о сложном. Иногда я думаю о том, как бы повелся, будь я моложе и менее истощен переживаниями. Может быть, я бы боролся активнее. Ходил на семейную терапию вместе с Ольгой, просил у нее честности, и, возможно, это помогло бы сохранить семью. Но у жизни есть свои правила. Шрамы нельзя стереть, можно лишь научиться жить с ними и делать выводы. Сегодня мои дети взрослеют и сами строят свои отношения. Я стараюсь быть честным с ними, рассказывать о своем опыте без осуждения и не навязывать своей боли. Главное, чему я хочу их научить — ценить доверие как редкий дар, не смиряться с обманом, уметь прощать, но не растворяться в прощении и, наконец, быть внимательными к чувствам друг друга. Если оглянуться назад, то я не жалею лишь об одном, что позволил обстоятельствам диктовать правила, вместо того, чтобы самим их обсуждать и менять. Сейчас я понимаю, семья — это не только чувство, но и ежедневный труд. Тот, кто думает, что любовь сама по себе все выдержит, рискует однажды проснуться от грома разбитых иллюзий. Я все еще люблю Ольгу. Не так, как в начале, возможно, иначе. Но это чувство осталось. И, может быть, однажды мы найдем тот формат общения и заботы, который позволит нам быть рядом не как зависимые друг от друга люди, а как взрослые, честные и добрые друзья, сохраняющие тепло ради детей и ради самих себя. А пока я строю новую жизнь, стараясь, чтобы мои дети выросли людьми, которые, выбирая партнера, думали не только о красивом костюме и мощном автомобиле, но прежде всего о том, кто этот человек внутри и готов ли он бережно хранить доверие другого. И в заключение, измена — это всегда катастрофа для тех, кто остается. Но она может стать точкой роста, если люди готовы смотреть правде в глаза, учиться и не передавать старые ошибки дальше следующему поколению.